Привет, друзья! Сегодня среда, и сегодня у нас ЕГЭ. Вариант пятый из сборника под редакцией Ященко. Дана равнобедренная трапеция с боковой стороной 30. В нее вписаны две окружности. Точка касания делит сторону СД в отношении 1 к 4. Нужно найти радиус окружности, описанной около этой трапеции. Ну что ж, не так страшно, как показалось в начале. Мы будем рассматривать по средам всегда ЕГЭ, планиметрию, по алгебре там хватает профессионалов, вот с геометрией бывают разного рода вопросы. Надеюсь, что наши ролики окажутся полезными, и я напомню, что дано АБ-30, СК, скажем, к КД относится 1 к 4, то есть это отрезок Т, а это 4Т. Ну, поставлю точку К. И я прочитаю условия. Вы, скорее всего, если вы не на ноутбуке и телевизоре не видите, в равнобедренную трапецию АБЦД с большим основанием АД вписаны две окружности, так, что одна из них касается сторон АБ, БЦ и АД, вторая сторон БЦ, ЦД и АД. Еще чертеж нужно построить, я бы стартовал с окружностей. А сами они касаются друг друга внешним образом. Точка касания стороны CD с одной из окружностей радиуса R делит сторону CD в отношении 1 к 4. И два пункта. Пункт А. Докажите, что R равно 0,4 CD. Крупно напишу. Пункт А. Надо доказать, что радиус этой вписанной малой окружности равен 0,4 CD. И пункт Б. Найти радиус окружности, описанной около трапеции, если АБ-30. Пункт Б. АБ-30. АБ-30, и нужно найти R большое. Ну, собственно, и все. Поэтому давайте обсуждать. Обсуждать. Ну, условие пусть немножко повисит, а потом я его удалю, чтобы оно не занимало много пространства. Итак, надо доказывать, что R, радиус вписанной окружности, равен 0,4 CD. Здесь есть два стандартных хода, я их вижу. Первое, я проведу общую касательную такую к двум окружностям, которая перпендикулярна линии их центров. Понятно, что это будет высота трапеции, и это удвоенный радиус вписанной этой окружности, то есть диаметр этой окружности 2r. Ну а потом, как водится, я отмечу, вот здесь проведу вторую высоту из вершинки С, чтобы выйти на прямоугольный треугольник. А дальше все красиво разобью эту нашу трапецию радиусами на два квадратика, да, на квадратика прямоугольник и прямоугольный треугольник. Все. Вот стандартное для прямоугольной трапеции разбиение. Вот это будет R, вот это будет R, вот это будет R, это R, это R, это R, это R. Ну, так всегда красиво делают. Вот что у нас получается. Поскольку из точки С проведены две касательных, отрезки касательных равны, значит, вот этот отрезок Т, даже буквы не буду вводить, а вот этот весь отрезок будет 4Т, да? Он равен отрезку КД. Ну, дальше что? Все-таки ТЦ это Т, тогда H, F это тоже Т, вот этот отрезочек будет Т у нас. И тогда FD будет 3Т, правильно? Правильно. Теперь смотрим на этот треугольничек. Сколько гипотенуза у него? 5Т? 5Т. Катет 3Т. По теореме Пифагора CF будет сколько? 4Т. Все. Могу записать. CF равно H равно 2R равно 4Т, откуда R равно 2Т. Верно? Верно. А что нужно доказать? Что R равно 0,4 CD. Тогда я могу 0,2 записать как 0,4 от 5Т.
5Т это как раз СД. Я получаю 0,4 СД. Ну все. Все доказано традиционным разбиением трапеции. Вот здесь центр. Можно сказать, ну пусть будет О2, а тут левый О1. О, был этой вписанной окружности. Все. Можно ли по-другому сделать? Ну, можно по-другому сделать. Все убираю. Все убираю. И скажу второй способ. Я не оставлю вам сегодня никаких шансов. Вот я проведу из центра радиус точку касания. Известно, что окружность, центр ее лежит на биссектрисах. Окружность вписана в угол С, центр лежит на биссектрисе угла С. Окружность вписана в угол D, центр лежит на биссектрисе угла D. Углы С и D в сумме дают 180, тогда их половинки, вот этот угол и этот, дают в сумме 90. Тогда это прямоугольный треугольник. Его высота одновременно является радиусом. Ну и все. И по свойству среднего пропорционального в прямоугольном треугольнике это способ 2. Доказательство утверждения А. R равно корень из t умножить на 4t. Это будет 2t. Это будет 0,4 cd. Все, доказано вторым способом. Теперь я снова все убираю и приступаю к пункту Б. Надо искать радиус описанной окружности. Трапеция равнобедренная, около любой равнобедренной можно писать окружность, любая вписанная трапеция всегда равнобедренная, это все понятно. Теперь уже добавляется значение АБ равно 30. Если АБ равно 30, а ЦК было Т, то получается 30 делить на 5 это 6, получается ЦК будет 6, а КД будет сколько у нас? 24, да? 24. Ну, что дальше? Я напомню, что из пункта А следовало у нас, что R равно 2t. Так? Ну, t у нас 6. Значит, R равно 12. Высота, которая 2R, равна 24. 24. Нам нужно найти основание. Правильно? Ну, наверное, я вернусь к той же истории, что у нас была, и найду эти основания. Вот, я здесь проведу снова так и так. Ну, могу провести еще так. Повторюсь, получается 2 квадратика. Сейчас оформлениями мы не занимаемся. Это 6, а это радиус. Это радиус. Сколько был радиус? Вот написано, сколько радиус. 12. А это 12, правильно? Получается вот этот отрезок 18. Слева то же самое, равная трапеция 18. Меньше основания 36. Все меньшее основание 36. Ну ладно. Снизу что? 24 это 24, это 12, это будет 36. 36 на 2 – 72. Все, могу поставить вот так, протянуть и сказать, что это 72. Таким образом, я получил, что БС у нас 36, АД 72 и 30 и 30. Ну, давайте к правому чертежу. К правому чертежу. Значит, это 36, это 72, это 30 и 30. 30 и 30. Надо искать R. R. Какие возможности для нахождения R у нас есть? Ну, как минимум 3 возможности есть. Это теорема синусов. А на синуса альфа равно 2R. Это S равно ABC на 4R. И еще один способ, который я сейчас покажу. Посмотрите. Если есть две параллельные хорды с расстоянием, 24 у нас высота, с расстоянием 24 между ними, вот эта высота 24, то возможен следующий способ решения. Из центра опускаем перпендикуляр, найти основание, а потом проводим радиусы. Так и так. И рассматриваем два прямоугольных треугольника. Вот этот и вот этот. Вот это у нас 24. Это принимается за х. Тогда катет одного из прямоугольных треугольников будет х плюс 24.
Х плюс 24. А второй катет, вот этот, будет 18. А это r, правильно? Вот я закрашиваю этот треугольничек. Вот. А затем закрашивается второй треугольничек. Вот он. У него один катет будет x, а второй катет будет 36, потому что 72 пополам. А гипотенуза по-прежнему r. Поэтому, находя r в квадрате, как 24 плюс x в квадрате плюс 18 в квадрате равно x в квадрате плюс 36 в квадрате, мы находим x. Но зная x, мы найдем r из любого из треугольников. Правильно? Вот один вариант. Однако здесь есть определенная проблема. Какая? Эти хорды две, 18 и 36 и 72, могут лежать по одну сторону, либо по разные стороны от центра. Вот если удастся объяснить, что для такой трапеции 72, 36, 30, 30 основания лежат по одну сторону, тогда будет именно такой чертеж, именно такое решение. Все, я стираю и приступлю к стандартному ходу. Стандартному ходу решения. Какому стандартному? Через теорему синусов буду действовать. Вот так. Поэтому еще раз. Для того, чтобы найти радиус окружности, описанный около трапеции ABCD, можно найти радиус окружности, описанный около любого из треугольников, заданных тремя вершинами. Ну вот я треугольник АБД рассмотрю. Треугольник АБД. АБД. Нужно найти в нем диагональ БД и синус угла А. Ну, можно назвать альфа. Опущу высоту. Высота у нас 24, да. Боковушка 30, 30. Поэтому синус альфа будет равен 24 тридцатых или делим на 6, 4 пятых. Ну, это нормально. Теперь БД нужно искать. 30, 24 – это 18. Буква H была занята. Какая была не занята у нас? П возьмем. АП. 18. Сколько остается нам ПД? Все нижнее у нас 72. Все видят. 54. Это 54. Теперь из прямоугольного правого треугольничка находим БД. Ну вот тут и засада нас поджидает. БД будет корень квадратный из 24 в квадрате плюс 54 в квадрате. Ну что там, шестерочку можно вынести. Вынесли. Остается что? 6, 4, 24, 16 плюс. Здесь 6, 9, 54, 81. Вот вы лазит этот корень из 97. Нехороший корень. Ну и теперь все, третье действие. Вот эта формула. Из этой формулы мы получаем А. Это БД. БД 6 корней из 97. Вот. БД на синус альфа равно 2r. БД на синус альфа равно 2r. Можно записать. БД на синус альфа равно 2r. 2r. Ну, где наша БД? БД 6 корней из 97. Делить на синус 4 пятых равно 2r. Ну, давайте поделим. Значит, тройка останется. 3 у 5, 15 корней из 97, деленное на 2, равно 2r. Окончательный ответ. Жирным пишу. r равно 15 корней из 97, деленное на 4. Все, задача решена. По обеим пунктам. Ну, в Беларуси и Украине у них там нету с полным решением заданий в экзамене, поэтому там, скорее всего, могли бы сказать, что в ответе запишите 16r в квадрате, и тогда бы получили обычное целое число. Ну, там нет и двух пунктов, нет элементов доказательства, там нет профильной математики на экзамене. Ну, все, напишите, нравится ли вам такая рубрика, будем ли вы ее продолжать. Я планирую продолжать наиболее такие читабельные задачи, когда чертеж можно сделать, мы будем рассматривать. Все, пока, до новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков.